Когда ты садишься за стол, ты же не думаешь, что это может стать смертельно опасным приключением. А вот и зря, так как некоторые продукты, даже совсем обычные, могут стать опасными, если их неправильно приготовить. В этом видео я подобрала для тебя 3 продукта, которые могут быть опасными, если их неправильно приготовить. И первый из них — это всеми нами знакомая фасоль. Если ты любитель фасоли и любишь, например, такое блюдо, как лобио, то у тебя наверняка всегда имеется сухая фасоль. Но если ее недостаточно и неправильно приготовить, то от нее может быть очень плохо. Многие сорта фасоли содержат такой белок, как фитогемоглютенин. Но именно сырая красная фасоль содержит наибольшее его количество. Фитогемоглютенин – это одна из разновидностей лектина, белка, который связывает углеводы. Ученые наверняка не знают, что делают белки лектина в бобовых. Но если они там имеются, значит они для чего-то нужны. В клетках животных такие белки заставляют электроциты слипаться. Кто не знает, электроциты – это красные кровяные тельца. Именно поэтому такой белок очень часто используют в исследованиях на крови. Он также хорошо взаимодействует с лейкоцитами, поэтому его используют в иммунологических исследованиях. Но чем же, собственно, данный белок вреден для нашего пищеварения? При употреблении данного белка в пищу он начинает взаимодействовать с клетками, которые покрывают наш кишечник, и тем самым снижает способность переваривать и усваивать пищу. Это вызывает судороги, диарею и рвоту. И что самое плохое, тебе нужно съесть всего 4 или 5 неправильно приготовленных бобов, чтобы тебя стошнило. Но не расстраиваемся раньше времени. Высокие температуры разрушают белок фитогемоглютенина, который содержится в фасоли. Ну а без этого белка фасоль совершенно безопасна для употребления. Кстати, при употреблении консервированной фасоли тебе не стоит беспокоиться, потому что когда она готовится при высоких температурах. Поэтому есть такую фасоль совершенно безопасно. Но если ты любитель приготовить фасоль самостоятельно, то нужно обязательно перед тем, как готовить, замочить ее на 20 минут, слить воду и только потом варить при высокой температуре в течение 30 минут. Да, и обязательно нужно убедиться, что вы готовите при высоких температурах, так как современные мультиварки умудряются готовить пищу при низких температурных режимах. Имейте это в виду. Продукт номер 2 – это орехи кешью. Вы когда-нибудь замечали, что орехи кешью никогда не продаются в скорлупе, как, например, грецкий орех или фисташка? При этом они всегда продаются именно в обжаренном виде, чтобы там не было написано на упаковке. Это для нашей безопасности, потому что в скорлупе ореха кешью содержится анакардиновая кислота, которая тесно связана с урушевым. Масло, содержащее смесь токсинов, которые вызывают кожную сыпь при контакте. Анакардиновая кислота, собственно, делает то же самое. Оказывается, что дерево кешью относится к одному и тому же семейству растений, что и ядовитый плющ. Ученые полагают, что именно эти соединения помогают уберечь ткани растений от повреждений. Однако они не помогают от поедания растений животными. Птицы, олени и другие твари питаются такими растениями, как ядовитый плющ. Но мы с вами особенные. Наша иммунная система пугается анакардиновой кислоты и не может ее переносить. Технически в этих соединениях нет ничего опасного, они не вредят организму. Но как только они попадают на кожу, они впитываются в нее и преобразуются в другую молекулу, которая связывается с белками в клетках нашей кожи, заставляя иммунную систему думать, что клетки нашей же кожи являются опасными захватчиками, от которых нужно избавляться. Это бессмысленная битва и приводит к зуду, покраснению кожи и появлению пузырей. Иными словами, появляется контактный дерматит. Наш с вами желудочно-кишечный тракт выслан теми же клетками, что и кожа. Так что если ты будешь есть неправильно обработанные или сырые орехи кешью, то анакардиновая кислота вызовет у тебя ту же реакцию. Или даже сыпь вокруг заднего прохода. Третий продукт – это рыбка фугу. Рыба фугу – высококлассный деликатес в японской, китайской и корейской кухне. В Японию такую рыбу часто подают в сыром виде, в виде сашими. Но если шеф-повар приготовит ее неправильно, то это может стать последним приемом пищи. На самом деле японские повара проходят специальную подготовку перед тем, как будут допущены к приготовлению этой рыбы. Это необходимо для того, чтобы уметь правильно вырезать те органы, которые являются опасными. Такими органами являются печень и яичники рыбы.
Их необходимо удалить, потому что они имеют свойство накапливать нейротоксины, называемые тетрадотоксином. Тетрадотоксин блокирует каналы нервных клеток, что мешает передавать электрические импульсы. А при отсутствии нервных импульсов твои мышцы перестанут двигаться. Тебе нужны мышцы также, чтобы дышать, так что ты задохнешься или твое сердце остановится. Даже 1-2 мг тетрадотоксина может убить взрослого человека. Это и делает тетрадотоксин одним из самых опаснейших ядов во всем мире. Он гораздо мощнее таких ядов, например, как мышьяк или цианид. При этом рыба фугу сама может не вырабатывать этот токсин. Точных данных в науке пока нет, но есть доказательства того, что рыба получает токсин от бактерий, которые они едят с пищей. Или он может вырабатываться самими бактериями, которые живут внутри рыб. Ученые до сих пор так и не знают, почему рыба фугу накапливает тетрадотоксин. Есть некоторые предположения, что именно такой токсин используется рыбами в качестве феромонов, чтобы привлекать партнера. Или, например, он может использоваться при защите от хищников. В любом случае, это не отпугивает людей, которые так любят морепродукты. Таким образом, даже если ты не любитель приключений, твои блюда могут оказаться более опасными, чем ты себе это представлял. Но только в том случае, если они неправильно приготовлены. Так что всегда будьте бдительны и любознательны и следите за тем, что вы едите. На этом все. Всем пока и до новых встреч!